На иллюстрации к латинскому переводу трактата «Врата света» испанского раввина и каббалиста Иосифа бен Авраама Гекатилы, изданного в Аугсбурге в 1516 году, мы видим стандартное изображение 10 каббалистических сферот. Сферот в иудейской мистической традиции, называемой каббалой, понимались как посредники между Богом, сокрытым от людей, и земным миром. Художники рисовали их в виде древа, которое будто бы соединяет два плана – божественный, земной, друг с другом. Однако анонимный автор трактата Эш-Мецарев, написанного чуть позднее, в 16-17 веках, связывает 10 сферот с алхимическими терминами. Верхние 3 у него обозначены как сера, ртуть и соль. Это были основные компоненты, из которых, как считали златоделы, состоят все металлы. Средние сферот подписаны названиями 6 из 7 известных на то время металлов – золота, серебра, железа, меди, олова и свинца, от самого совершенного к самому худшему. А самая нижняя сфера подписана как эликсир, то есть сам философский камень. Почему еврейская каббалистическая традиция здесь соединяется с алхимией? Означает ли это, что существовала особая еврейская алхимия? Начнем с самого начала. Алхимия – это таинственная наука о том, как получить философский камень и с его помощью превратить свинец в золото, вылечить все известные болезни или даже возвысить свою душу и прийти к Богу. Возникла она в европейском своем варианте на территории Египта еще в позднеантичные времена. Затем, после оккупации Египта мусульманами, алхимия в раннее Средневековье переместилась в основном на территорию халифата, где бурно развивалась где-то между Багдадом и Кордовой. Во время реконкисты, отвоевывания обратно испанских земель, европейцы не только воевали с арабами, но и изучали их языки, заимствовали знания из богатой культурной традиции. Так они познакомились и с алхимией, и примерно в XII веке эта наука окончательно укоренилась в Европе. Где же во всей этой истории были еврейские алхимики? Были ли они вообще? Ну, как же без них? Ведь иудеи жили и в позднеантичном Египте, являвшемся римской территорией, и в халифате, скажем, хотя бы в Иерусалиме, и по всей Европе в Средневековье. Логично, что еврейские алхимики оставили свою самобытную традицию в этой удивительной науке. В основном они работали в русле тех научных воззрений, что были распространены в местах их проживания. Однако случалось, что возникала и специфическая еврейская алхимия, о которой мы сегодня и постараемся поговорить. Вернемся в самое начало. Первыми алхимиками на территории условной Европы были грекоязычные египтяне, в том числе те, что жили в Александрии. Египет на протяжении этого периода был многонациональной провинцией, бурлящим котлом культур. Поэтому неудивительно, что и евреи занимались алхимией наравне с египтянами и греками. Одну из самых важнейших авторок этого периода звали Мария Еврейка. Она жила где-то между первым и третьим веками нашей эры, была первой женщиной-алхимиком и по сей день считается изобретательницей водяной бани. На этой технологии работают современные мультиварки. Из-за того, что это имя было распространенным, Мария Еврейка еще в древности стали путать с другими, более известными персоналями. В алхимических трудах ее часто отождествляли с Мириам, старшей сестрой пророка Моисея, с Марией Магдалиной или со святой Марией Египетской. Из-за отсутствия четких исторических сведений о Марии Еврейке мы даже не знаем, была ли она историческим лицом или жертвой тенденции, когда алхимики возводили истоки своей науки к легендарным персонажам, вроде Адама или Гора. Еврейское происхождение Марии, вероятно, было вымышленным. И вот почему. На позднейших копиях ее книг было написано: «Не прикасайся к ней, книге, если ты не из рода Авраамова, когда ты и впрямь не из нашего рода». Однако таких надписей не было в старинных рукописях. Так что есть вероятность, что хотя Мария не была ни женщиной, ни еврейкой, ее именем подписали многие важнейшие алхимические сочинения своего времени. Произошло это из-за связи Марии с пророком Моисеем и распространенного стереотипа о еврейской алхимической мудрости. В Средневековье евреи не реже становились персонажами алхимических сочинений европейцев. Во-первых, им нередко приписывалась роль мудрого восточного народа, который владеет всеми секретами тайных ремесел. Во-вторых, алхимики-европейцы могли транслировать в своих сочинениях распространенную тогда юдофобскую риторику. К примеру, фламандский алхимик XIV века Гратей в своем трактате сравнивает мучения металлов, которые алхимик инициирует внутри колбы, с истязанием Христа иудеями.
Он с явной ненавистью к евреям описывает страсти Христовы как иудейские алхимические эксперименты. В другом месте Гратей рассказывает, что философский камень поможет европейцам завоевать Святую Землю, которой, согласно юдофобским строкам Гратея, их лишили евреи, а также вернуть гроб Господень. В XIV веке мысли о крестовых походах уже были неактуальными, и воспринимать буквально такое утверждение невозможно. В последний раз евреи масштабно принимали участие в кампании против крестоносцев вместе с магометанами султана Саладина в конце XII века. После того, как христиане потеряли Святую Землю в 1187 году, еврейский народ стал для европейцев козлом отпущения, и укрепилось мнение, что именно он повинен в проигрыше. В это же десятилетие начались погромы во Франции и в Англии. Впрочем, еще в 15 веке считалось, что евреев нужно преследовать, потому что они владеют горой Сион, а скоро выкупит и сам гроб Господень. Поэтому, когда Гратей говорил о том, что нужно отобрать Святую Землю у евреев, вполне вероятно, что он не имел в виду крестовые походы, а исходил из современных ему антисемитских установок. Несмотря на то, что сами еврейские алхимики в основной массе переписывали западные сочинения, существовала иудейская, по своему духу, алхимическая мысль. В XII-XIII веках среди еврейских мудрецов появляется мистическое учение о 10 сферот, называемое Каббалой. Каббалисты считали, что могут постичь Бога благодаря тайному знанию, сокрытому в древних книгах. Для этого у них было множество разных способов. Одни искали числовые значения текста, написанного в Торе, надеясь понять данные Богом секретные указания, другие же изучали тайные значения сферот, а третьи вообще обращались к прочим тайным наукам, включая и алхимию. Так каббалисты, использовавшие в своих теологических исканиях алхимию, привнесли в нее иудейскую символику и образность. Уже в главной каббалистической книге «Зоар» XIII века 7 видов золота уподобляются 7 чертам лика царя Давида или 7 именам Господа. В XIV веке раввин из Толедо Ехуда бен Ашер сравнивает Гилгуль, еврейское название процесса переселения душ, с очисткой металла. В XV веке греческий каббалист Йосеф бен Шломе Тайтацак называет златоделие божественной наукой и повествует о нем из уст самого Бога. Он считал, что альтернативой обычной, известной и Гоем алхимии, является алхимия каббалистическая, которая позволяет постигать сущность Господа. Постепенно златоделие входит в контекст религиозной мысли настолько, что иногда даже Танах трактуют через алхимические термины. Например, в Библии нам встречаются строки: «И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар, имя жени его Мегатавиэль, дочь Матреды, сына Мейзагава». Имя Мейзагав буквально означало «золотая вода». Поэтому в 15 веке, когда рецепт золотой воды стал широко известен благодаря Парацельсу, возникла версия о том, что в отрывке из книги «Бытия» был зашифрован понятие лечебного питьевого золота. Термином «мейзагав» начинают пользоваться и христианские алхимики. Позднее, в 17 веке, датский золотодел Олаф Борх связал упоминаемую в книге «Зоар» золотую воду с ветхозаветными событиями. В его интерпретации Моисей, спустившись с горы Синай и застав евреев за поклонением золотому тельцу, не уничтожил идола, но изготовил из него питьевое золото и дал выпить своему народу. Так экспериментатор объяснил, почему Моисея издревле называли алхимиком. Примерно тогда же появляется еврейский алхимический трактат Эш-Мицареф, пронизанный отсылками к иудаизму и каббале. Его название, в переводе «огонь плавильщика», отсылает к эпизоду из книги пророка Малахии, в котором очищение душ Господом сравнивается с работой кузнеца. Главной целью алхимии, согласно анонимному автору, является познание Бога. Ради нее золотодел должен познавать природу, манипулируя металлом. Автор Эш-Мицареф сложным образом вычисляет гематрию, используя метод анализа смысла слов и фраз, когда каждой букве соответствует какое-либо число, чтобы связать каббалистическую теорию с алхимической практикой. Он отождествляет сферот с металлами, находя, к примеру, что переведенное в цифры название сферы «хесед» – «милость» образует то же число, что и у слова «серебро». С помощью гематрии в трактате объясняется, почему олово – один из низших металлов. Числовое значение слова «олово» совпадает с числом слова «свинья», означающего «нечистое животное». По словам автора, при алхимической работе этот металл хрюкает в печи, подобно лесному вепрю. К тому же из олова язычники изготавливали своих идолов, поэтому он и не годен для работы золотодела. Медь же, напротив, связана со сферой ход – величие, так как в Танахе описываются медные жертвенники и медные колонны храма Шлома – Соломона.
Знак свинца автор тоже трактует, исходя из родной культуры, тщательно избегая его сравнения с христианскими символами. В кресте наверху он видит 4 сложенных вместе далита, 4-й буквы еврейского алфавита, который в гематрии связан с числом 4. А круг внизу объявляет знаком совершенства. Таким образом, свинец отсылает к 4 стихиям, которые этот металл, основа для алхимической работы, вбирает в себя. Наконец, гематрия золота содержит в себе число обрезания, то есть 8, потому что обрезание принято делать на 8-й день после рождения. Мы видим, что автор Эшмет-Царев создал, по сути, уникальную иудейскую алхимию, в которой металлы и сам философский камень соотносятся с каббалистическими сферот. Даже используемые в Европе знаки, обозначающие планеты и металлы, он попытался истолковать, исходя из Танаха, форм букв иврита и каббалистической мудрости. С вами был Сергей Зотов, программа «Бог в деталях». Смотрите наше следующее расследование через неделю и подписывайтесь на наш канал «Идея без границ».